Рады вас видеть на канале Russian Bitcoin Community. Всем ТОЕ! Сегодня коротко обсудим технологии мины и их перспективы. Поздравляю всех, кто попал в Генезис, как и я. Остальным соболезную. Умеете, могете просто. Все знают про ставшие уже мемом 22 килобайта, но будем честны, что для рядового пользователя это не имеет особого значения. Но чтобы такие пользователи появились, нужно хоть какое-то реальное применение технологии мины. Поэтому стоит более детальное внимание обратить именно снапсам, а не размеру этого блокчейна. Снапсы — это обыкновенные дапки, но основанные на zk-снарке. zk-снарк — это доказательство с нулевым разглашением. В целом zk-снарк — это пруф без предъявления конкретных данных, которые вам нужно сохранить в тайне. К примеру, когда вы идете в магазин платить своей картой за какие-то покупки, вы магазину не говорите, сколько у вас на карте денег. Вы лишь предоставляете свой счет и информацию о том, что ваш баланс достаточен. На zk-снарках построена крипта Zcash, которая считается довольно-таки анонимной. Многие пользователи думают, что если вы платите Zcash, то ваша транза автоматом становится анонимной. Это не так. Там нужно соблюсти целый ряд условий, чтобы она считалась более-менее анонимной. Мина использует снарки не для приватных транзакций, а лишь для доказательств и подтверждений без раскрытия информации. Такими же подтверждениями мы можем проверить подлинность и самого блокчейна мины. Собственно, за счет этого и удается достигнуть 22 килобайт. Снапсы сама по себе вещь достаточно хорошая, но для того, чтобы они хоть где-то применялись, необходимы крупные сотрудничества и партнерства с госорганами и различными сервисами. Например, возможно голосование без раскрытия того, кому вы отдали свой голос, и при этом же можно заверифить ваш паспорт. А потом по этой же самой верифе проходить кики на каком-нибудь коин-листе. Сгенерить само доказательство можно даже без сети. В целом мы уже встречали что-то похожее, но оно не было столь элегантным, простым и приватным. Создание подобных снапсов не должно являться трудоемким процессом, однако хороших специалистов по криптографии не так много. Остается надеяться на документашку, которую я, кстати, так и не нашел. Также я не смог придумать множество различных способов применения снапсами, одна лишь банальщина лезет в голову. А банальщина — это трудно внедряемые решения. По той простой причине, что уже есть какие-то решения, может быть, и не столь приватные, но они работающие. И чтобы их изменить, нужны какие-то веские причины. На сайте, на странице со снапсами есть линк на Google форму, где вы можете подать заявку на изучение либо разработку снапсов. Но в ней указывается еще старое название проекта кода, поэтому я не уверен, что кто-то обратит внимание на вашу заявку. Этот вопрос лучше уточнить в диске. Так вот, основное, что я увидел в этой формочке, это поле, в которое можно ввести свою идею применения снапсов. И если идея перспективная, то они обещают грант. Собственно, это то, что нам нужно. Ну или поинтов насыпят побольше, чем за твит. В общем, если кто хочет, чекните статейки по снапсам, и, возможно, вам в голову придет собственное, уникальное и привлекательное решение, куда можно внедрить эти снапсы. Уверен, что снапсы — это их первоочередная задача, исходя из простой логики и их обсуждения в зуме. Так что это может быть хорошим подспорьем. Думать надо в сторону повседневных решений, либо каких-либо архитектурных задач. Всем долгого булрана, до связи.